Всем привет! Добро пожаловать в этот влог. Его я начинаю в пятницу, я уже на улице. У меня гости, это моя подруга Яна, и сейчас мы пойдем на пляж. В городе уже украшения крылья. Очень сильные волны, ветер, но приятно загорать. Ну что, Ян, как тебе пляж? Мне очень понравилось, но в какой-то момент стало очень ветрено, мы замерзли, и я не понимаю, как все эти люди купаются, потому что вода нереально холодная. Да, я согласна. И ветер тоже такой прохладный, морской ветерок. Да, как будто уже осенний. Ну что, осень, 1 ноября сегодня, да? Но все равно круто, что можно позагорать в конце осени. Да. Мы дома, и сейчас мы будем готовить обед. Итак, нам понадобится лук, куриная грудка и шампиньоны. Сначала мне нужно нарезать лук. И я пока не умею резать лук без слез. Теперь добавляем масло и обжариваем лук. Это лопатка. Теперь нужно нарезать шампиньоны. Кстати, у грибов это шляпка, а это ножка. Теперь я добавляю грибы к луку. Потом я нарезала куриную грудку, обжарила ее, добавила соль, перец. Объединила грибы с курицей и перемешала. Добавила сливки. Итак, здесь у нас готовятся макароны и курица с грибами. И вот такой быстрый обед у нас получился. Добрый вечер. Мы планировали провести этот вечер где-нибудь в кафе или, может быть, даже на танцах, на дискотеке. Но что-то пошло не так. Мы сильно устали. И после еды мы просто легли спать. И сейчас мы планируем посмотреть мультик. И мы подготовили закуски. Это начос, попкорн, гуакамоле и чай с лимоном. Кстати, вечный вопрос. Какой попкорн вы предпочитаете? Сладкий или соленый? Сегодня мы едим сладкий попкорн. Яна делает контент, потому что контент — это жизнь. Если бы мы сегодня пришли, я бы очень расстроилась. Я думаю, ты этот бы узнала. Да. Если бы я потом увидела, что мы это пропустили. Так, ну что, Ян, давай расскажем, откуда мы друг друга знаем. Супер, давай.
Мы вместе учились в школе. С первого класса. Да, с 1 класса, с 1 по 9, да? Да. И, значит, мы одноклассницы. Новое слово. И потом мы не прекращали общаться, но даже во время учебы в школе мы с тобой проводили много времени после школы. Да, потому что мы ходили в разные кружки. Это занятия после школы, где мы шили игрушки, мы шили для себя одежду. Но все началось с бисера. Мы ходили на бисер И на мягкую игрушку. и на мягкую игрушку, когда мы были помладше. А потом, когда мы были старше, мы шили одежду. Да, для себя. И у нас был такой показ мод, Да. где мы ходили и дефилировали в своей одежде. Да, и раньше были журналы «Бурда», и там Да. можно было выбирать какую-то, Образы. да, модель, и там были выкройки, и у нас был учитель. Ну, в общем, было весело достаточно. Да, но потом мы решили пойти играть в группе, в музыкальной, на инструментах. Я играла на гитаре, а Да. Наташа играла на барабанах. Да, и у нас еще были, конечно, у нас еще была бас-гитара, у нас была вокалистка. Пианино. Да, синтезатор у нас тоже был. И это была студия, в которой было тоже очень уютно. И мы учили песни, и мы думали, что мы играем в рок-группе, Да. но Но мы даже выступали. У нас было несколько выступлений в городе, и нас уже знали в своих кругах, а наша группа называлась «25-й час». да, 25 час. И тоже было хорошее время, хотя мне всегда было очень волнительно выступать, в отличие Это от Яны. правда. Я кайфовала. Я кайфовала, но каждый раз я все равно переживала. У меня немножечко тряслись пальцы. Да, да. И еще мы, кстати, не рассказали про то, что раньше всего этого мы ходили вместе в бассейн. Точно, я Да. уже забыла об этом. Да, мы плавали вместе, но я пришла, потому что я не умела плавать, и родители хотели, чтобы я научилась плавать. Я тоже. Мой папа привел меня в бассейн, но он хотел, чтобы я была профессиональным пловцом. Да, да. И потом, я не помню, тебя перевели в спортивную Да, группу? и Ты я ходила? участвовала в соревнованиях. Да, и мы ездили в соседние города на соревнования по плаванию тоже. Ну, что-то мы занимали, у меня есть эти памятные призы, как Да, грамота. салатницы какие-то. Грамоты. Да. Да. Но это было не очень серьезно, и мои родители расстроились, когда я сказала, что я не хочу Не хочу плавать, мои тоже, потому что мы с Наташей каждый раз шли через какое-то усилие в этот бассейн. Да, и тогда еще в бассейне была хлорка, и всегда болели глаза, И постоянно был насморк. насморк, и с мокрой головой, когда ты идешь зимой, ты постоянно болеешь. Болеешь, да. Но я больше всего боялась, что у меня будут большие плечи, как Ну. у мужчины. На самом деле, да, но это бы с нами не случилось, здесь все зависит от твоего телосложения. Ну в да. любом случае. Да, поэтому вот такая вот наша история. А потом мы разъехались по разным городам Да, и разным странам сейчас. да, сначала Яна уехала в Санкт-Петербург, потом я переехала в Москву. Мы виделись тоже примерно Мы раз. приезжали друг к другу в гости, ты Да. приезжала ко мне, я приезжала к тебе. Да, да. А потом мы разъехались по разным странам, но сейчас мы здесь. Паликанте! Так, у нас здесь паэлья. И главное правило — не трогать бортики, потому что они очень горячие. Мы с Яной сегодня на рынке. Ну, это обычный рынок, в котором есть мясо, рыба, овощи, фрукты. И еще есть эскалатор. Я думаю, если бы мне в детстве маленькой Наташе из Ульяновска показали, что на рынке может быть эскалатор, я бы не поверила. Ну и, конечно, это еще очень красивое здание. Я думаю, мы сейчас выйдем, и я покажу его с улицы. Но хотя здесь уже понятно, что все очень красиво.
Вот так выглядит рынок. Сначала я подумала, что это какой-то музей. Но хорошо, что я умею читать. И я смогла сразу определить, что это рынок. Яна фотографирует красивый магазин керамики. Заходит туда. Вот эта птичка, которую я купила не так давно. У меня в таких магазинах просыпается желание что-то делать самой. Кто, кстати, следит за мной в Инстаграме, помнит, что я люблю всякие мастер-классы. И не так давно была на мастер-классе по керамике. Ой, как красиво. Тарелочки. Очень красивые. Так, мы пришли завтракать и попробовать пирожки. Пирожки. Потому что это напоминает больше наши пирожки. Яна, расскажешь, с чем они? Да. Это с моцареллой и томатами. Угу. Какой-то из них бургер, там мясо, получается говядина. Да, чизбургер вот здесь Чизбургер вот этот, наверное. Этот шоколадный, я точно помню. Да, шоколад и банан. Шоколад и банан. А еще один с грибами и сыром. Да, с камамбером. С камамбером. Но прикольно, что здесь подписано. Я не видела. По-испански, Значит, правда? это бургер. Да. Смотрим. Выглядит супер. Да, и такие горячие, свежие. Класс. Я хотела сфотографировать грибы, но мы попали на какую-то экскурсию. Интересно, откуда эти туристы? Мне кажется, из Германии. Да, вроде на немецком разговаривают. Пойдем послушаем. Все фотографируют грибы. Ладно, они говорят на испанском. Да? Все, пришло время прощаться. Яны чемоданы. И мы на железнодорожном вокзале пришли с вами провожать Яну. Яна, куда ты едешь? Я еду в Мадрид. О, Мадрид. Мне понравилось в Мадриде. Я Тебе надеюсь, тоже? что мне тоже понравится. Конечно. А давай воду куплю. Так, у нас здесь есть табло, время и проверка багажа. Ну, все. Провожаю Яну. Ну все, я проводила Яну. Немного грустно, конечно. Пора возвращаться к обычной рутине. И мы запланировали очень много дел на ее отпуск. Не сделали даже половины, потому что дождь мешал или были срочные дела по работе. Но все равно было хорошее время. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем влоге. Пока-пока!